Когда мы говорим «Калашников», никто в точности не ответит, о чем идет речь. О легендарном автомате или о человеке-легенде, который его сконструировал, Михаиле Тимофеевиче Калашникове. Его фамилия стала гордостью и славой России, нашим мировым брендом. Несмотря на то, что имя Михаила Калашникова знали во всем мире, в Советском Союзе он считался засекреченным конструктором. И таким же засекреченным был адрес, по которому он жил. Мне рассказали такую историю. Один американский специалист по стрелковому оружию захотел написать письмо Калашникову. На конверте написал адрес: СССР Калашникову. И что вы думаете? Письмо дошло. Нашло адресата. Здесь, в Ижевске. Люба, братцы, жить с нашим автоматом не приходится служить. Люба, братцы, жить с нашим автоматом не приходится служить. В мире больше 100 миллионов автоматов Калашникова. Это абсолютный рекорд. Более востребованного оружия еще никому не удалось придумать. АК стоит на вооружении 55 стран. Причем некоторые из них разместили автомат даже на своем гербе за то, что помог изменить ход истории. Мы воевали с Калашников для того, чтобы приобрели независимость. Были долгие 10 лет, и нас в конце мы победили. Одни Михаила Калашникова боготворят, другие обвиняют в плагиате. Действительно, как малообразованный крестьянин, да к тому же сын кулака, смог еще в 40-е годы создать свой чудо-автомат? Тогда была, наверное, эпоха такая. Человек просто чувствует. Он чувствует деталь. Он ее своими руками. Я его видел и в мастерской за верстаком. Его целеустремленность поражала. Калашников мог работать сутки напролет, а изобретательский талант у него был с детства. В школе Миша даже пытался создать вечный двигатель. Педагоги-то знали, что вечный двигатель нельзя построить, но я настолько убедительно делал все, что они начинали колебаться. Про Калашникова слагают всевозможные мифы и легенды. И точно, жизнь конструктора очень похожа на художественный вымысел. Но я должен сказать, мне просто везло. Я всегда работал сам молодой и с молодыми. Он постоянно оказывался в нужное время и в нужном месте. И несколько раз чудом избежал гибели. Так каким же на самом деле был человек, создавший автомат, который покорил весь мир? Михаил Калашников – это сибирский мужик, настоящий самородок, русский самородок. Ижевск, улица Советская, дом 21А. Обычная кирпичная пятиэтажка. Именно в этом доме с 1971 года жил конструктор самого знаменитого в мире автомата. В Ижевске этот дом считался элитным, его строили для партийных работников. Правда, по современным меркам он выглядит довольно скромно. Чуть позже специально для Михаила Калашникова только к его подъезду пристроили лифт, чтобы стареющий конструктор мог спокойно, без проблем подниматься на 3-й этаж в свою 4-комнатную квартиру. В квартиру Михаила Калашникова, где после его смерти никто не живет, мы идем вместе с его средней дочерью Еленой. Когда мы сюда приехали, в этот дом, то мы жили на 1-м этаже, были вот эти наши окна, а потом мы переехали на 3-й. Сколько Михаил Тимофеевич здесь прожил? Более 43 лет. Почти полвека. Да, почти полвека. В 70-м году приехали в этот дом. И в 2013 году, в конце года, его не стало. Елена Калашникова хочет когда-нибудь открыть здесь музей отца.
Тут все осталось так же, как при его жизни. Кажется, что хозяин квартиры ненадолго вышел и скоро вернется. Где его это его любимое место? любимое место, любимое здесь? кресло. Это Вот. все подарки? Здесь вообще все подарки. Это очень плохо, что когда ты живешь среди подарков, ты, в общем-то, живешь среди чужих вкусов. А свои Когда-то трофеи это- охотничьи он не вешал? Когда-то вот на этой стене висела лосиная голова, где сейчас вот замечательный портрет. Это такой парадный портрет Голова. уже, генеральский. Характер поймал художник? Поймал, ну, знаете как? Излишняя суровость, что ли. Вот не строгость, а суровость. По сути своей, хоть он всегда говорил, что он солдат и работал для солдата, и оставался солдатом, а все-таки он гражданский. 11 января 1948 года. В этот день завершился проводимый главным артиллерийским управлением конкурс на лучший автомат под новый патрон калибра 7,62. В соревновании участвуют ведущие конструкторы страны. Однако победителям неожиданно объявляют оружие, которое создал некий Михтим. Поскольку конкурс был закрытый, создавалось суперсекретное оружие в то время, поэтому все группы специалистов, которые работали над одной и той же темой, должны были свои эскизы, свои записки инженерные зашифровать. И вот начали советоваться там с друзьями, и пришло вот такое решение назвать Михтим. Михтим, Михаил Тимофеевич. Мы, все его близкие друзья, его кроме как Михтимом не называли. Михтим, он всегда откликался. Отправляя на конкурс свой автомат, Калашников очень переживал. Он уже столько раз пытался обогнать других конструкторов и сделать самый лучший образец. Вдруг и эта попытка окажется неудачной. О результате ему сообщила жена Катя. «Твоя стрелялка выиграла». Я его тоже говорил, вы хоть понимаете, что вы тоже русский гений? Когда мы там говорим, да, там о Ломоносове, он говорит, нет, я, говорит, простой человек, я так, для Отечества, все для Отечества. Члены комиссии, которые оценивали образец Михтима, в своей рецензии написали: автомат Калашникова опережает другие образцы по безотказности и простоте в обращении. Именно надежность вместе с удивительной простотой конструкции – главное достоинство автомата Калашникова, которое прославило его на весь мир. Мы как-то встречались с Чавесом, президентом Венесуэлы. Я его повез в наш институт ЦНИ Точмаш. И провели испытания. Наш автомат отработал, потом его бросили в воду, в озеро. Там водолаз нырнул, достал, передернул, уже пострелял. И когда на дорогу, пыльная дорога такая, бросили этот автомат, и по нему проехал УАЗик, но Чавес сказал все. И он после этого еще и работал. Он говорит, я строю завод. И вот он, знаменитый АК-47. Очень простой, удобный. Я в школе такой не раз разбирал. 35 секунд, по-моему, по нормативу. Совершенно верно. Стальной магазин, емкость 30 патронов. Вот, понятно, что требовалось уменьшить вес, и его уменьшили. То есть вот уже к концу 50-х на вооружение встает автомат АКМ, автомат Калашникова модернизированный. Действительно, вес легче, вот даже вот вы можете сравнить. Да, это АК-47 чувствуется. и Да. АКМ. Легендарный тоже. Удивительно, как сын кулака вообще смог участвовать в оружейном конкурсе, да еще и победить. Оказывается, конструктор всю жизнь скрывал свое происхождение. Ему было 11, когда его семью раскулачили и сослали в Сибирь, в Томск. Из ссылки Миша сбежал через 3 года. Изобретательный мальчишка подделал печать комендатуры. Он вырезал ее из обычного древесного гриба. К нему всегда в нужный момент приходила помощь или просто спасало чудо. В 6 лет будущий конструктор так заболел, что перестал дышать. Все решили, что он умер. Родители поднесли ему
как он сам рассказывал, перышко куриное под нос, и оно не шелохнулось, и был сделан вывод, что Миши уже нет. Но он стал подавать признаки жизни, когда во дворе застучал топор столяра, плотника, мастерившего маленький гробик. Через 2 года Миша снова оказался на краю гибели. Пошел на речку кататься на коньках и провалился под лед. Спасла его надетая без спроса шуба старшего брата. Она превратилась в купол и помогла мальчишке продержаться на воде до прихода взрослых. Для меня Михаил Тимофеевич – это больше такой, знаете, наш сказочный персонаж Ивана, да, который вот идет по жизни, да, бежит. И ему вот как-то все вот, да, дается. При этом и не то чтобы легко, но как-то вот все время такие обстоятельства складываются, что ты вот выручаешь, что-то его спасает. Вся его жизнь, несмотря на ее сложность, это череда чудесных избавлений и поразительных совпадений. Многие люди, близко знавшие Калашникова, верят, его все время охраняла какая-то невидимая сила. Я в это верю. А как же? Но это вот ни с того ни с сего вдруг все удается, все получается. И добрый ангел, конечно, помогает. Всю свою жизнь Калашников удивлял окружающих. Людям часто казалось, что он обычный технарь, но, узнав его поближе, они вдруг видели в нем еще и философа, и поэта. Калашников и дня не мог прожить без стихов. Вот представьте себе, сидим мы на даче. 6 часов утра. Рано. Чего он с кем разговаривает такую рань? Выхожу, а он стоит на балконе и Фета читает. Вслух. Вслух. Он разговаривает с природой. На следующий раз он Некрасова читает. Он очень любил поэзию. Хорошо. Поет собака. Удивительно поет. Но ведь это против брака. Не нажить бы нам хлопот, Некрасов. В апреле 1940 года на первой полосе газеты «Красная армия» рядом с портретом Сталина появляется стихотворение «Танкист» молодого автора Михаила Калашникова. Это был пик его поэтической карьеры. В это же время Калашников создает свое первое изобретение для армии. Из обычного будильника ему удается смастерить счетчик количества выстрелов из танковой пушки. Самородка заметили и вызвали к самому Жукову. Дважды он встречался с Георгием Константиновичем и получил поддержку от его. Это его окрылило. Для Калашникова было важно, что плоды его труда кому-то нужны, и тогда он разобьется в доску и дойдет до истины, до сердцевины. Человек устроен так, что он сам не знает, что в него, так сказать, есть хорошего и, может быть, даже что плохого. Оно случайно выявляется. Георгий Жуков, тогда еще генерал, наградил Калашникова именными часами и приказал в Киеве изготовить опытные образцы его изобретения, которые потом отлично прошли испытания. Но в армию счетчики Калашникова так и не попали. Началась война. Встретил ее Михаил командиром танка на Брянском фронте. И в первом же бою понял, куда ему дальше направить свой изобретательский талант. Когда солдаты воевали в первые дни, естественно, не хватало винтовок. На троих иногда была одна винтовка. Он видел разницу в оружии, каким были вооружены немцы и каким наша армия, и поэтому задался целью привнести в победу свой вклад. Вот она, знаменитая винтовка Мосина, с которой наш солдат прошел всю войну. Ну, даже мы, когда смотрели фильмы про войну мальчишками и думали, вот только у меня одна мысль была, а где же автоматы-то у наших? Где у наших автоматы? Автоматы были. Их на первых порах было не так много. Что уже значительно вот этот превысило. автомат ППШ, он увековечен, по-моему, во всех фильмах. Легкий, кстати, достаточно. Это вам кажется, что он легкий, с патронами. Потому что у него магазин пустой. Да, с патронами будут весить больше 5 килограмм, но за счет большого веса будет и хорошая меткость стрельбы. Каждую свободную минуту на фронте Калашников изучал устройство пистолетов, пулеметов, винтовок.
Но этого же недостаточно для создания автомата. Необходимо, по крайней мере, конструкторское образование. А где же его взять? В начале октября 1941 года танк сержанта Калашникова был подбит. Ранен в плечо и в грудь. Видите, с обоих сторон. Это осколки. Вот. Я не почувствовал. Я смотрел кровь. Я своих, значит, членов экипажа спрашиваю, кто из вас ранен, почему на мне кровь? Они говорят, мы все нормальные. После этого я теряю сознание. В госпитале Калашников начинает делать наброски своего пистолета-пулемета. Потом его отправляют в отпуск долечиваться. Но вместо того, чтобы ехать домой, Михаил выходит на станции Матай в Казахстане, где до войны работал учетчиком. Там-то он и собирает свой первый автомат. Калашников долго искал, кому бы показать свое изобретение. Наконец, судьба свела его с академиком Благонравовым, ведущим экспертом по стрелковому оружию. Тот смотрит конструкцию и видит, что это оригинальная конструкция, которой не было, и что здесь у человека свои мозги. Из рецензии академика на изобретение конструктора-самоучки. Несмотря на отрицательный вывод по образцу в целом, отмечаю большую трудоемкую работу, проделанную товарищем Калашниковым. Он проявил несомненную талантливость, считая необходимым направить его на техническую учебу. В конце 1942 года подающего надежды конструктора Калашникова направляют в Подмосковье на Щуровский полигон дорабатывать пистолет-пулемет. Сохранился один единственный его образец. Можно увидеть, насколько это компактный, маленький и легкий образец. И вот эти его свойства были, в общем-то, по достоинству оценены военными специалистами. Пистолет-пулемет Калашникова прошел испытания довольно успешно, но к серийному производству его не приняли. Образцы других конструкторов оказались технологичнее. Калашников и сам прекрасно осознавал, что ему не хватает опыта и знаний. В какой-то момент, разуверившись в себе, хотел даже бросить изобретательство и уйти на фронт. Но старшие товарищи отговорили. Я за свою жизнь создал большое количество разнотипных образцов, но вот тот первый образец, он по своему дизайну непревзойденный. Он сам в руки просится. Когда Михаил Калашников начинал работать над своим автоматом, конечно, никаких компьютерных технологий не было. Главный его инструмент – это ручка или карандаш. И вот лист бумаги, линейка. Он придумывал узлы или чертежи, а потом все это конструкторы переносили на кульман. Сейчас этот кульман тоже памятник тех далеких времен. Катя Моисеева, будущая жена, работала в команде Калашникова чертежницей. И именно она переносила задумки конструктора-самоучки на ватман. Сам он чертить не умел, только рисовал эскизы. Михаилу нравилось, как девушка каждой детали давала забавные прозвища – зайчик, гусь, мужичок. А еще выяснилось, что она так же, как и он, пишет стихи. Позже они будут даже общаться рифмованными фразами. Значит, когда они ссорились с мамой, у них какие-то были размолвки, и у них был такой семейная игра. Мама ему вечером подстаканник, опус ставила. Он утром вставал, пил чай, завтракал. Тот же ей писал ответ на обратной стороне. Ответ. И они вот так перебрасывались стихами. Ижевск – город оружейников. В годы Великой Отечественной здесь было выпущено больше 11 миллионов единиц стрелкового оружия. Весь город работал тогда на победу. И именно здесь, уже после войны, создавал свой чудо-автомат русский левша Михаил Калашников. А начиналось производство всего с 1500 штук.
Работа по выпуску опытной партии нового автомата Калашникова началась здесь, в цехах Ижевского мотозавода, уже в январе 1948 года. К ней привлекли самых опытных рабочих, слесарей, фрезеровщиков, токарей. Причем все происходило в обстановке строжайшей секретности. Рабочие не знали, для чего они налаживают выпуск той или иной детали. Только знал об этом узкий круг руководителей. Вообще запрещалась документация и в разговорах даже употреблять слово «автомат». Он проходил здесь под кодовым обозначением изделия номер 3. Прямиком с завода первые автоматы Калашникова отправлялись на войсковые испытания, которые длились целый год. Мехтим при этом постоянно находился на полигоне и наблюдал, как его детище показывает себя в деле. Я всю жизнь дорабатываю образец, встречаясь с солдатами. Вот они вот так и подсказывают. Поэтому наше оружие, оно является таким надежным, потому что мы, учитывая практически, народная, так сказать, народная, можно сказать, если можно так сказать, народная мудрость здесь применена. Каждый собранный автомат обязательно отстреливают в тире предприятия. Ну а здесь, на контрольно-испытательной станции, проходят испытания отдельные образцы из каждой выпущенной партии оружия. У меня в руках АК-12. Нужно обязательно надеть наушники. Каждый такой автомат должен произвести 10 тысяч выстрелов. Если экзамен хоть один не проходит, всю партию возвращают обратно на предприятие. На заводе все новые образцы АК проходят серьезные испытания на надежность. Вот автомат помещают в морозильную камеру. Температура внутри минус 50 градусов. После многочасовой заморозки оружие стреляет, как ни в чем не бывало. Следующее испытание – мелкая пыль. Она проникает внутрь автомата и буквально прилипает к металлу. Из-за нее часто ломаются двигатели и выходит из строя электроника. Но не автомат Калашникова. Оружие также легко проходит испытания с жидкой грязью и водой. В общем, Калашников может стрелять в любых условиях, будь то жаркая пустыня, холодная Арктика или влажные тропики. Во время Вьетнамской войны я еще был мальчишкой, но все газеты наши были насыщены снимками американских солдат во Вьетнаме. И почему-то у них эта американская винтовка М-16 была за спиной, а в руках у всех американских солдат был автомат Калашникова. Вадим Сагачко о надежности автомата Калашникова знает не только из газет. В 1988 году в составе особой миссии он служил в Анголе, где много лет шла гражданская война. Сагачко обучал ангольских бойцов военному делу. Вооружены повстанцы были автоматами Калашникова, которые, как они считали, хуже, чем оружие противника. Один из младших офицеров снова заявил: вы знаете, товарищ советник, а вот противник побеждает, потому что у них большой патрон, а у нас маленький в Калашникове. Но это было уже выше моих сил. Чтобы образумить ангольских вояк, большинству из которых не было и 18, инструктору пришлось провести эксперимент. Сагачко заставил их стрелять из трофейных западных автоматов, а затем бросить их в песок. Я походил, потоптался по этому всему оружию, специально ботинком закинул в приемник, куда вставляются магазины, песок. И потом дал команду, говорю, противник снова наступает, к оружию огонь. Ни один экземпляр западного оружия не стрелял. Стреляли только все варианты автомата Калашникова. Удивительная надежность автомата Калашникова
заложено в самой его конструкции. Полковники вьетнамские рассказали, что когда брали радио Сайгон, а до этого они спрятали в землю оружие. И когда они его взяли, то там эти термиты все дерево съели. Они обмотали тряпками и пошли в бой. И оружие их не подвело. В Ижевске Калашников проживет до конца своих дней. Этот город станет для него родным. Переехав сюда окончательно в 1949 году, он демобилизовался из армии и вскоре стал ведущим конструктором на заводе «Ижмаш», где до сих пор производят АК. Старожила завода новичка приняли не сразу. Но терпеливый Мехтим смог добиться их расположения, при этом ни разу не повысив голос. Отец был скромным, очень скромным человеком. Я помню, к нам на дачу приехал один генерал. Такой здоровый басцет. Говорит: Михаил Тимофеевич, перемат, ты кулаком можешь по столу стукнуть? Нет, не могу. Тут говорит: зря. У Калашникова была своя особая манера руководства людьми. Он их вдохновлял, тем самым объединяя вокруг себя. Вот как-то мне всю жизнь везет на хороших людей. Кустарем-одиночке трудно что-либо изготовить и сделать путное. А вот в коллективе, в хорошем коллективе, но надо коллектив заразить надо своей идеей. Так что конструктор должен всегда коллективом хорошо работать. Он возглавлял в то время конструкторское бюро. Мы с ним пообщались очень хорошо. И я ему предложил прийти к нам в компанию и стать моим советником. Необходимо было продвигать вооружение за рубеж. И если вот такой человек лично будет рассказывать о том или ином оружии. Утром 8 апреля 1949 года Калашников, как обычно, листает газету «Правда» и видит сообщение о том, что ему присуждена сталинская премия первой степени. Сталинская премия – это 150 тысяч рублей. Колоссальные по тем временам деньги. На них можно было купить 10 автомобилей «Победа». Но Калашников купил только одну. За первым в своей жизни автомобилем он вместе с женой отправился в Москву, будучи уверенным, что за «Победой» придется записываться в очередь. Но ждать машину к тому времени депутату Верховного Совета СССР не пришлось. Пойдите вот туда во двор, присмотрите автомобиль, какой вам нужен, какой марки, какого цвета, какой там модели. Когда узнала об этом жена, она ему сказала: «Миша, только выбери машину с шашечками». А он говорит: «Да как с шашечками, это же такси». Ой, жалко, потому что мне так нравятся машины с шашечками. Целую неделю Калашников по бездорожью перегонял свою «Победу» домой. Впрочем, бездорожье ожидало его и в Ижевске. Сам Калашников вспоминал, что в 50-е годы в городе не было ни одного метра асфальта. Это касается и центральной части, где он жил. Поэтому он всегда буксовал здесь в грязи на своей «Победе», которую купил на сталинскую премию. Однажды нервы конструктора не выдержали, и он воспользовался связями и позвонил наверх с просьбой построить асфальтовый завод. И, как видите, получилось. Так что теперь даже асфальт в городе можно называть именем Калашникова. Вот съемка 2009 года. Михаилу Калашникову 90. А он с самого утра уже на ногах. Наводит идеальный порядок на дачном участке. Красивый мой, красивый. Все должно быть чисто вокруг него. Все эти деревья я сажал малюсенькими. Сажал, чтобы все было по линии. Я, как в оружии, люблю точность, прямолинейность.
Мехтима не раз обвиняли в том, что идеи для своего автомата он заимствовал у более опытных конструкторов. И это, как ни странно, правда, которая только делает честь Калашникову. Он оказался хорошим учеником. Да, действительно, конструкция автомата вобрала в себя многие идеи, которые уже были опробированы ранее во многих образцах оружия, причем как отечественных, так и зарубежных. Но настолько удачно соединить все узлы и настолько удачно проработать все узлы, это тоже великая на самом деле работа. Как только не пытаются преуменьшить роль Калашникова в создании АК. Самая популярная версия звучит так. Автомат разработал не Калашников, а немецкий конструктор Хуго Шмайсер. Действительно, после войны Шмайсер и Калашников жили в Ижевске и работали на одном заводе. Сюда, в Ижевск, привезли из Германии 16 маститых немецких оружейников. Их поселили в самом центре города, вот в этом доме. Условия были хорошими, потому что дом строили для руководства одного из местных заводов. Квартиры большие, от 1 до 4 комнат. Правда, удобства коммунальные. Но немцы быстро к этому привыкли. Среди тех, кто здесь жил, был и прославленный на всю Германию конструктор автоматического оружия Hugo Шмайсер, автор штурмовой автоматической винтовки СТГ-44. Эта фотография сделана в Ижевске в 1951 году. На ней довольные жизнью немецкие оружейники, включая Шмайсера. Вот он, второй слева, в нижнем ряду. И как им не быть довольными? Они хоть и на чужбине, но не в плену. Условия у них были неплохие. Даже, я бы сказал, по тем временам отличные условия. То есть у них были отдельные квартиры. То есть по сравнению с условиями даже наших инженерно-технических работников, у них были условия лучше. Если Калашников, переехав в Ижевск, первое время ютился в одной комнате вместе с женой и 2 детьми, то каждому немцу полагалась отдельная комната. Уборкой и стиркой белья занимался специальный персонал. Немцы обеспечивались дополнительным питанием в магазине командного состава. Казалось, Шмайсер в таких условиях должен был без устали разрабатывать для Советского Союза новейшее оружие. Но, как говорят документы, Хуго был сам себе на уме. Вот характеристика, составленная на Хуго Шмайсера руководством завода «Ижмаш», где о его бесполезности написано черным по белому. Из-за отсутствия технического образования никакие работы выполнять не может. Что немецкие специалисты на самом деле не горели желанием разрабатывать оружие для Красной Армии. Как ни крути, но Шмайсер не участвовал и не мог участвовать в создании автомата Калашникова. Ведь Калашников привез в Ижевск уже готовый образец оружия, утвержденный высшим военным руководством страны. К тому же этот образец был государственной тайной. О том, что там Шмайсер Михаил Тимофеевич не знал, но при этом он рассказывал, что да, немцы работали, но между ними была глухая стена, между специалистами советскими и оружейными и немецкими. Они допущены не были к секретам. Они действительно внешне похожи. Автомат Калашникова и штурмгевер. Но если разобрать и тот, и другой, то внутри будут разные узлы и соединения. И, наконец, главное их отличие. Штурмгевер давно пылится на музейных полках. А автомат Калашникова больше 70 лет заслуженно лидирует на мировой оружейной арене. И когда наши же эти люди пишут, что жаль, Шмайсер не оставил своих записей. Ну, это, знаете, наверное, им жаль. Но на самом деле я не думаю, что он бы не оставил бы, если бы что-то было бы. I've built STG-44s. I'm currently rebuilding 2 of them. Все это сплетни, полная чушь. Я собирал немецкие штурмовые винтовки СТГ-44. Заново собрал 2 таких. Они совершенно не похожи на Калашникова. Единственное сходство – листовой металл. И все. Они совершенно разные.
В эти цеха, где производит семейство Калашниковых, журналистов стали пускать относительно недавно. Здесь был своего рода эпицентр секретности. Секретно было все. И производство, и даже внешний вид автомата. Поэтому военные части, в которые поступали первые АК, должны были предпринимать все меры предосторожности. Солдаты должны были носить автомат Калашникова в специальных чехлах, чтобы не было видно даже его внешнего вида. А потом от каждого выстрела собирать гильзы и сдавать своему командиру. Сегодня создано новое предприятие, тоже имени Калашникова, целый холдинг, достаточно большой холдинг. Но это суперсовременное производство, и там работает очень много молодых ребят. Идеи Калашникова, они, видимо, там все-таки живут и продолжают развиваться. В 1955 году на советские киноэкраны выходит фильм «Максим Перепелица» с Леонидом Быковым в главной роли. Именно в этой картине широкому зрителю впервые показали автомат Калашникова. Это была наша гордость. Гордость тем, что совершенно такое оружие. Конечно, в чем-то он мог уступать иностранным видам оружия. Просто его главное свойство – это безотказность. В 1959 году Мехтим выигрывает очередной оружейный конкурс. На этот раз победил его пулемет. В основе все та же конструкция АК. У пулемета и автомата был единый патрон и одинаковые детали. Особенно подкупала военных взаимозаменяемость магазинов. Потом у Калашникова были еще конкурсы и много трудной работы. Тяжелая жизнь я прожил, тяжелая, интересная жизнь. Работал, еще раз работал. Отдыхать Калашников никогда не умел, да и не любил. Отпуск на море, например, был для него пыткой. Он не понимал, зачем люди подолгу лежат на пляже. Это же сплошное безделье. Когда мы отдыхали с сыном и с папой в Сочи или в Гаграх, он находил себя только в том, что вот он ходил, да, там поливают, а как это поливание устроено? А тут как они это сделали? А вот еще зарисует, потом он приедет, обязательно это сделает. Для Мехтима отдыхом была охота и рыбалка. В семье до сих пор вспоминают тот день, когда везунчик Калашников с друзьями выловил гигантскую щуку. Они поймали щуку, ну где-то чуть ли не с меня ростом. Вот такую огромную щуку. Когда вскрыли ей брюхо, а там оказалось какое-то кольцо. Это была такая сенсация, это был, сейчас скажу, это был 56-й год. И этой щуке было где-то, ну как они определили, лет 30. Эту щуку потом приготовила мама к семейному столу. Но старшей дочери Нелли так и не удалось ее попробовать. У нас была очень строгая домострой. Очень строгий домострой. Все по расписанию? Все по расписанию. И если я не успевала в 7 часов вечера прийти на ужин, кухня закрывалась. И он говорил: мать не домработница. Мама, я хочу есть. Вот стакан молока, хлеба даешь завтра утром. У Калашникова на двоих с супругой было 4 детей. 2 общие дочери – Елена и Наталья. Сын Калашникова Виктор, который родился в период его работы в Казахстане. И Нелли, дочь Екатерины от первого брака. Когда у Калашникова появилась падчерица, он очень хотел, чтобы она называла его отцом. Но Нелли сначала упорно обращалась к Калашникову просто по имени – Миша. Я очень долго к нему присматривалась. И он, кстати, меня очень сильно подкупал. Вот скажи, кто я тебе? Я говорю: Миша, нет, я тебе отец. Вот скажи, я тебе куплю шубку мутоновую. Я же слово мутон не понимала. И я упорно говорила: Миша.
Называть Михаила Тимофеевича отцом Нелли начала после рождения младшей сестры Наташи. Эта улыбчивая, солнечная девочка объединила семью. Калашников был к ней очень привязан, хотя изначально хотел, чтобы вместо нее родился мальчик. И папа ее сразу заранее назвал Васей. И когда поехали забирать из роддома, то мама подает Наташу, а он говорит: Вася, Вася. А в роддоме решили, что жена даже не сказала, обманула, что и ему дают девочку, а он, значит, Вася, Вася. В 1977 году после тяжелой болезни из жизни ушла любимая жена Катя. Они были вместе больше 30 лет. К этому моменту старшие дети разъехались, и Калашников остался жить с дочкой Наташей. Но вскоре и Наташу у него отобрала судьба. Она разбилась в автокатастрофе. Боль потери Калашников будет чувствовать до конца жизни. Мы с ним приехали к нему на дачу, и кот пробежал. Этот кот разорил скворечник, в котором были, то есть у него слезы были. А он связывал с Наташей, понимаете? Для него это вот, ну, эти скворчата, это вот жизнь, это молодая жизнь, которая погибла. Вот я кругом понавешал скворечников. Птицы отзываются. Вот однажды в этом дереве, вот в корнях, гнездо, и там уже вывелись дети. Поэтому взял, вот видите, поставил доску вот такую. Они, родители, боятся, вот начали летать, а те там просят еду. Больше десятка птичек вот разволновались, летают, садятся, но боятся в это отверстие это, а те там кричат. Наташа не стала в 1983 году. В это самое время шла война в Афганистане, где советские войска впервые применили очередную модификацию автомата Калашникова – АК-74. Изначально Калашников создавал свой автомат под калибр 7,62 мм. Но в конце 60-х в Министерстве обороны принимают решение поменять калибр, поскольку американцы уже это сделали, и М-16 показала удивительные результаты с меньшим калибром. Михаил Васильевич, и что мы предприняли? Мы разработали аналогичный патрон, который имел в 1,5 раза меньшую отдачу по сравнению с 1943 годом, имел в 1,5 раза меньший вес и большую дальность и настильной траектории. В результате... Ну вот видно, можно сравнить. Старый патрон и новый. Калашников резко выступил против переделки автомата под новый патрон. Я был против. Я написал несколько писем, что нельзя отказываться от 7,62. Он не исчерпал своей живучести. Все. Но тут мне начали, значит, приписывать, что вот я держусь за все старое и так дальше. В конце концов, Калашникова уговорили принять участие в конкурсе. И его автомат снова стал фаворитом. Но, несмотря на победу, на вооружение АК принимать отказались. Были выявлены отдельные недостатки, которые, в общем-то, препятствовали принятию на вооружение. И мне, в общем-то, повезло. Я, будучи еще молодым специалистом, в общем-то, был командирован в Ижевск. Сначала Калашников встретил молодого инженера в штыки, но, внимательно выслушав Чугунова, конструктор понял, а ведь парень-то прав. Вот так появился вот новый автомат под этот патрон. Да, в результате работ, в общем-то, и появился новый автомат, который был принят под названием АК-74 в 1974 году на вооружение советской армии. Вот на этих полигонах Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения испытывается все стрелковое оружие Российской Федерации.
Ну и советское оружие испытывали тоже здесь. Это касается и всех автоматов. Автомат Калашникова проходил испытание обязательно вот на этом полигоне. Точно, Александр Сергеевич? Так и есть. Мой собеседник Александр Сергеевич Борисов, мастер-испытатель. Сейчас мы проверим оба АК в деле. Выясним, чем автомат Калашникова образца 1974 года, созданный под малый патрон, превосходит своего предшественника АКМ. Итак, выпуская из АКМ в левую мишень 20 патронов калибра 7,62. Ну что, интересно посмотреть результат. Конечно, интересно. Это у нас характерная картина. Вот у нас кучность АКМа 7,62. Здесь у нас должно быть 20 пробоин. Считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, Мимо 16, мишени 17, сколько? 19, 20. Ну, достаточное количество. И вот с этой стороны у нас картиночка. Вот какой круг можно описать, да? Да, вот представляете, вот такой вот круг. Разброс это на дистанции 25 метров. Вот. А вот как у нас работает автомат калибром 5,45. АК-74. Видно разницу. Да, видно разницу. Практически все они у нас в центре. Вот они тоже 20 выстрелов. А вот так АК-74 устанавливает мировой рекорд. Из него сделано непрерывно 587 выстрелов. И только потом, как видите, его ствол начинает плавиться. Такая выносливость и безотказность автомата поражает. Во всем мире хотят увидеть его конструктора Калашникова, живую легенду. Михаил Тимофеевич побывал на многих зарубежных выставках оружия. Когда люди узнавали, что живой Калашников здесь находится на российском стенде, к нам выстраивалась целая очередь. В Эмиратах проходила выставка, и наследный принц, шейх Мухаммед, он меня спрашивает, это что, это тот, или это его какой-то родственник, или сын, или внук? Я говорю, да нет, именно тот. Он говорит, да как, сколько ему лет? Я говорю, ну, где-то тогда уже было под 90. Он говорит, а слушай, а можно с ним сфотографироваться? Я говорю, ну, конечно, можно. Во всем мире и даже в США Михаила Тимофеевича принимали как триумфатора и национального героя. Оказалось, что и в этой стране много фанатов его уникального автомата. Мне было, конечно, странно и непонятно, что какие-то молодые девушки, парни, они просто вот где-то, чтобы посмотреть на него. То есть это настолько... Я поняла, что это действительно для них какое-то чудо, что вот они видят Калашникова. Вот уже несколько лет подряд фанаты автомата Калашникова собираются в Соединенных Штатах на фестиваль Red October. В этом октябре они приехали в Россию, вот сюда, в стрелковый клуб под Брянском. Инициатор и организатор таких фестивалей Джим Фуллер. Он настоящий авторитет среди оружейников, и он превратился в пропагандиста автомата Калашникова. Hi, Jim. Hello, sir. How are you? Thank you, fine. А за какое время вы собираете Калашникова? How many seconds? Let's try. Try. We try. 5, 10 Ну, наверное, 5-10 секунд. Oh. Oh. How many Kalashnikov in United States? Сколько Калашниковых сейчас продается в США в год? Точные цифры назвать не могу. Наверное, порядка 40 тысяч в год. В Америке Калашников был удивлен, что его автомат можно легко купить и продать. Я делал вот это оружие для защиты рубежей нашего большого государства.
и не представляю себе, как это можно продать автомат. Причем в руки знаешь того, кто использует против тебя. Сегодня ввозить русские автоматы в США запрещено. Но американские фанаты нашли выход. В разных странах они закупают запчасти и собирают калашниковы сами. Например, Джим Фуллер собственноручно собрал больше 10 тысяч автоматов калашников. Our guns sell for around Эти автоматы мы продаем. Стоят около $2300. Дешевые продаются примерно за $600. Некоторые из наших автоматов, например, стоят $3800. Но люди все равно покупают. Они популярны. В конце жизни Калашников написал письмо патриарху, в котором спрашивал, виновен ли он в смертях людей от изобретенного им автомата. Ответ патриарха Кирилла был короток. Ответственность за использование этого оружия не в благих целях лежит на злонамеренных людях, а не на изобретателе. Конечно, оружие не трактор и не комбайн, не сеялка и не плуг. Им землю не вспашешь, хлеб не вырастешь, но без него и не защитишь родную землю, не отстоишь от врага свою родину, свой народ. Михаил Тимофеевич Калашников. Калашников говорил, я первый пожму руку тому, кто сделает автомат лучше. Идеи Михаила Тимофеевича, по мнению многих ведущих российских оружейников, будут востребованы еще лет 20-30. Сегодня уже созданы новейшие модификации старого доброго АК, которые намного его превосходят. Но все они носят одно и то же имя – Калашников. И по-прежнему главное их достоинство – простота и надежность.